Эта история началась со случайного знакомства в поезде в новогоднюю ночь. Дед Мороз ехал домой с войны. Еду я с местов таких серьезных, где бои, навестить детвору и поздравить их с наступающим Новым годом. Сам себе я пожелаю. Наверное, чтоб мир скорее начался. Закончилась эта война. Давай, на связь. Да. Скинешь мне? Да. Все. Его звали Илья. К моему удивлению, Илья оказался украинцем, воюющим на стороне России. Мы обменялись телефонами и договорились быть на связи. Для меня эта война стала полной неожиданностью. Мне всегда казалось, что у нас, россиян, потерявших столько родных в конфликтах последнего столетия, прививка от войны. Но уже почти год, как Россия вторглась в Украину. Уже почти год, как мы в шоке проснулись, узнав, что мы граждане воюющей страны. И сегодня с плакатов смотрят мои соотечественники в форме. Кто эти ребята? В российских СМИ это герои, которые всегда побеждают и никогда не умирают. В западных – военные преступники, несущие террор и разруху. Туман войны настолько густой, что разглядеть в нем судьбы отдельных людей почти невозможно. Судьба Ильи, украинца в российской форме, была первой ниточкой, за которую можно было ухватиться. Я жду. Я вернусь, Обещаешь? обещаю. Живым, конечно, дать. И не ранена. Постарайся не раненым. Все, еще раз. Через порог не будем. Через 200 метров поверните направо. Для меня война началась не в 22-м. Она началась в 14-м. Это, грубо говоря, начало гражданской войны в Украине. Я потерял дом, я потерял бизнес. В принципе, отняли все. Вот тогда мои пути с Украиной и разошлись. Все будет хорошо. Немножко еще повоюем. На тот момент я не совсем понимала историю Ильи. Но когда он позвонил с фронта, я сразу же напросилась поехать к нему.
Здесь нахожусь абсолютно неофициально. Еду я на свой страх и риск, само собой. Без любого разрешения Министерства обороны. И даже без пресс-аккредитации. Это интересно. Ну, не праздный интерес, а попытка понять, что же все-таки происходит. С моей стороны. А это уже Луганская Народная Республика. Или оккупированная Восточная Украина. Или новые российские территории. Смотря кого ты спросишь. Я была уверена, что меня сразу же отправят обратно или, может, арестуют. Но попытка не пытка. Я представилась командованию и сказала, что я снимаю документальное кино о разных судьбах на фоне войны. И мне было бы интересно поснимать немножко солдат. Ну, сначала разрешили, потом запретили, потом разрешили, потом... Ну, непонятно. Сам батальон временно в тылу, в 180 километрах от фронта. Пока меня приютил взвод обеспечения. Такой комплект военной формы тебе тоже. Меньше ничего нет по размерам. Мне выдали спальник, сапоги и форму, чтобы я особо не выделялась. А чей это домик-то? А это презентовала нам тут местная бабулечка. Она здесь не проживает. Ну так, присматривает, огородик держит. То есть они вам дом просто отдали? Да. Так что можно сказать, здесь у нас такая славная передышка. Личного состава у нас с прошлых боев осталось маловато, поэтому сейчас добавляют новых людей. И как полностью будет часть укомплектована, нас отправят обратно передовые. В эту деревню вывели несколько батальонов. Значит, вы здесь. Ребята относят еду знакомым, которые прибыли с фронта. Настя, это вот первый бат, от которого осталось. Из 900 человек осталось от них человек 300, да? Не соврать. Если честно сказать, я уже не помню. Уже не помнишь. А мы человек выжившие остались. Как так говорят? Мы люди с поломанной судьбой. Мы... Сейчас мозги соберу, стой. Собрал. И кинули там нас. Нас там кинули, мы попали в окружение. Мы не знали, как нам оттуда выходить. Мы приняли первый стрелковый бой. Чуть-чуть. Вот. Аж на слезу пробило, блядь. Вот. А вот Истребители. честно, если вот, нас херачили, приезжать по полной. Приехали, когда нас с позиции убрали. Сколько нас вернулось? Из 900 человек 300 человек, которые половина калека. И за 7 месяцев, я, можно сказать, блядь, забыл сказать, у меня, короче, блядь, левое полушарие кто-то спиздил.
Мы, короче, искали всю ночь, ни разу не нашли. Мне в больнице сказали, что у меня левое полушарие спиздили. Из-за этого у меня левая рука чуть-чуть не нажимает. И нога левая хромает. У тебя есть семья, дети? Нет, я разведен. А какая у нас судьба? Нет семьи, детей. Ну, есть, но можно сказать нет. У меня 7 февраля контракт закончился. У нас у всех 7, у этого вообще в январе. Прикинь. А что делать? Муравья хуй приделать. Все. И что вам говорят? Закопа. Обратно? Угу. Вас обратно собираются послать? А вы в состоянии идти обратно в окоп? Нет. Настя, а ты куда вот 26 это снимаешь? человек. Документальное кино. Это фильм про нас будет. Где будет правда? Не как по телеку показывают, где будет правда. Вот то, что по телеку показывают, никогда не верь. Там не врут, там пиздят чуть-чуть. В батальоне Ильи из 400 человек осталось 80. Чтобы восполнить потери, к ним добавили 300 новеньких. Большинство из них мобилизованы, без военного опыта. Меня удивило, что некоторые пришли сюда вслед за кем-то. Отец за сыном, друг за другом. Шустрый, зови всех сюда. Идем. Да, подожди, погреешь. Все, теперь пошли. Кто стреляет? Сюда. Заряженный. Да? Заряженный? Давай, 20 человек, желающих пострелять. 20 человек пострелять, желающих. Когда ты наверху находишься, да, управляешь дроном, смотришь на всех людей, они все такие маленькие, беззащитные. Глаза и уши наших товарищей. Позывной у меня Кэп. Я попал сюда, пошел за своим товарищем добровольно. Меня не мобилизовали. Сюда он прям мультик. Вот. Ну, мы с ним с детства, как бы, ну, друзья лучшие. Ну, до призыва я как бы вообще не задумывался. А потом, когда пришла повестка, как бы, ну, сел, подумал, решил, что надо. Все-таки близкие, хочется, чтобы все остались живы и здоровы. Что ты думаешь угрожает твоим родным? За что ты воюешь здесь? Больше всего я ненавижу нацизм. Потому что человек, они люди, они все одинаковые. Как, без разницы, какая нация, по какой религии мы живем. Мы все люди. Вот. И я тупо просто их ненавижу. Думаешь, здесь на Украине его много? Да. Здесь большинство украинского народа почему-то ненавидят русских. Только почему, я не понимаю. Вон красный. Откуда ты узнал, что они ненавидят русских? По тому случаю, то, что началась война. В первую очередь я пришел сюда воевать за своего друга, мультика, а потом уже хочется мстить за своих погибших товарищей. Погибло 3 одногруппника.
Конечно, это плохо, но хочется отомстить. А вы так, разойдемся? Да. В отличие от новеньких мобилизованных, во взводе обеспечения почти все добровольцы. Я не знаю, как вы, блядь, воюю за своих женщин, чтобы они жили там. Да не нормально. пизди. Тебе 50 с хером лет, ты один, у тебя ни хера, блядь, нету. Нормально. Если ты здесь, ты не за женщин. А за кого? За себя. Чтобы получить и просрать. Блядь. На блядей, на алкашку. Виталик, вот последние 8 месяцев, братан, 8 месяцев я здесь. Ну? Виталик, что у тебя нет женщины, блядь? Юр, у меня была женщина, я уже объяснил. Она сказала, то, что я не вернусь, то, что меня убьют. И все, и мы расстались. Я оставил их двушку, я оставил ребенка. Нихуя себе. Я очень рад, что ты как ты есть. А я не такой, Виталий. И что? Старый ты, блядь, Юра, дуралей. Потому что твои бабы продажные. Ну, пишут смс-ки мне. Не за Россию, не за патриотизм. А за бабки за эти, блин. Да, Виталий. Чтобы потом опять их проебать. Да, именно так, Виталий. Ну это глупо. А ты здесь зачем? Я? Я уже говорил, о чем я здесь. Ну-ка еще раз. Я поехал на патриотизме сюда. Ты его видишь? Сейчас уже нет, к сожалению. Мне за тебя очень обидно, Виталик. Потому что ты здесь такой не один. Ты здесь не один, Виталик. Хорошо, вот где самогон? Ну горилка же. Горилка, горилка. По-украински. Горилка. Так надо вылить на стол. Вылей на стол. О, все, давай. уже горит. Горит, горит. Все, что-то мне запах не нравится. Давай. Я уже пьяный, блядь. Сейчас. Вот. В первую очередь я хочу выпить за пацанов, которые здесь тоже воюют с нами, вот, которые здесь находятся и которые к нам еще прибудут. Вот. А по поводу войны, за что мы здесь воюем, я вам проще скажу. Здесь у каждого мотив один. Скажешь, бабки убьют. Бабки? Бабки. Это 100%. Бабки 100%. Но, Ты не прав. но. Почему вы отрицаете, что у каждого своя есть мотивация, я не понимаю. Почему вы все подгоняете под одну и эту? Я не понимаю, вот вас, вот мужиков 50-летних, у которых бабки, бабки. В смысле, Вы бабки? куда их свою? В могилу заберете или что? Вы все строите на бабках. Да неужели это самое главное? Это главное. А это не главное, конечно. Тебе некого кормить, у тебя ни хрена нету. Поэтому ты так говоришь. Это не Ну самое хорошо, у главное. меня есть кому как? Илюх, Есть. у меня же Можно там- я свою точку зрения Ну, скажу? скажи свою точку Вот. зрения. У меня пацану сейчас старшему 16, да? Ну. Следующий подходит тоже через 4 года пойдет в Первым армию. говорит. Да подожди, дай дай бог, договорить. проиграем эту войну. Дай договорить. Ты можешь увидеть Если я сегодня на время. и все мои друзья не пойдут, то завтра пойдут мои дети. Поэтому я пошел Все сегодня. ваши, все ваши. Поэтому я пошел сегодня для того, чтобы завтра не пошли мои дети. Как я думал, я воюю за нашу страну. А ты здесь зачем? А ты здесь зачем? А я скажу. Красиво. Тихо, скажи. дай. Я сейчас расстроюсь, блядь. Я наркоманил. Тихо молчи. Заебись. С ума сходил, ёпта. Пиздец, с ума сходил, ёпта. Я просто знаю, что меня туда опять затянет. Если бы я сюда бы не ушел. У меня всего только один вопрос. Можно задать? К Володе. Мне? Почему, например, Володя
Не воспринимает слово патриотизм. Как это? Не знаю. Что ты, блядь? Принимай. Да тише ты. Патриотизм существует, но мне нужно себя, даже вот когда я дерусь в драке, мне всегда нужно знать, что я прав. Если я не прав, я не лезу в драку. Правда Так и за мной, здесь. да? Да, так и здесь. Мы полезли в драку на Украину, но я себя не чувствую правым. За победу. Посмотрим, чем это кончится. Но я думаю, наверное, потери будут большие. Сегодня весь батальон выдвигается на фронт. На удивление, командование пока терпело меня в тылу. Но еду я, чтобы не подставить командование, немножко втайне от них. Если не успеть загребсти до того, как мы отправимся, конечно. Это все нужно снимать и стараться по максимуму минимизировать последствия для участников, чтобы попытаться и рассказать, и не навредить. Посмотрим, чем это закончится. Механики, водители, наводчики, операторы. Вы погрузили компьютер, да? Практически. Где там Кэп? Кэп, братишка. Так что, мы прямо сейчас уезжаем? Вещи все здесь оставляем, едем вот так, как есть, что ли, я так понял? Парни, помашите все ручки в камеру, пожалуйста. Красавчики. В сегодняшнем видео вы увидите, как перемещаются военнослужащие российской армии. Второй в мире армии, как сказали. Представляете, что будет в четвертой? Куда? Не знаю, куда. Ничего не меняется, что 30 лет назад, что сейчас. Очка, стоп! Не надо путать шоу с ламбадой. Бля, Анечка, я не пью. Не моя кошка. Кто нужна? Кошка? Где она? Где она? Вот она, под столом. Нет. Вы ничего не понимаете. Проебем, собачку, не будет удачи. Ну что мы сегодня? За тобой хажу, пошли домой. Погостила здесь немножко. Мы все сидели.
Ты смотри, вот на этих сводках это ехать будет. По идее, да. Да. Не знаю, как они действуют, я часа Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя бросаем. Лена, я занят, разговаривать не могу. У нас остановка по дороге на фронт. Ночуем мы в советском ядерном бункере. Здесь не вариант оплода оставаться. Деваться некуда, пока так. Переезд занимает 2 дня. В этом регионе почти вся инфраструктура времен СССР. Те люди, которые создавали СССР, сейчас, наверное, там на том свете переворачиваются, потому что все развалили. Ведь даже до войны довели. После распада Союза началась конфронтация между Восточной и Западной Украиной. Все наследие, которое нас объединяло, западные националисты начали уничтожать. Сносить памятники героям Советского Союза, перепись учебников, переименование улиц. Вот мы, если разговариваем по-русски, то мы как бы для них украинцы второго сорта. Но для меня цвет России с Восточной Украины переходит все границы, которые пришли после распада СССР. Я просто помню, как мы раньше жили вместе. А Россия и Украина, все это было неразделимо. По братскому союзу я скучаю. Вижу эти разрушенные дома, вижу этих бедных людей, которые живут там без света, без газа, без воды. Это ужас. Я сам понимаю, это Кропы дом разбомбили.
Зайду, посмотрю на развалины. И руки просто не поднимаются ничего делать. Посижу час, поразмышляю. И о том, как нужно было это 10 раз избежать. И о том, что воюем-то мы сами с собой. Славяне со славянами. Получается, часть славян за Запад, а часть славян за Россию. Мы доехали до нового пункта дислокации. Это городок в 7 километрах от линии фронта. Не, подожди, они туда хотят Урал уже гонять. Колесо Чехова. Так, все, давайте. Ты на охране, короче, я пошел. Да, да, Сюда приезжают заправляться медики батальона. Они объясняют, что 300 – это раненые, а 200 – убитые. Эти термины мы будем слышать часто. На точку эвакуации привозят солдат, чтобы они шли к своим позициям. Сюда же выносят погибших и раненых, которых забирают медики. О, какие! Здравствуйте. С нами сходишь? А? С нами сходишь? Я туда иду. Туда идешь? Куда? Да, я туда. Все, погнали, мне надо чувака найти. Ты не видел его? Там тело лежит. Прям здесь вот рядом, прям пиздец рядом. Не знаю. Давайте побыстрее. Не тормози. По этой? Да. Давай, я по этой пойду тогда, да. А вы идите тогда вдоль этого. Вообще он должен быть где-то здесь, да, вот эта дверь проверьте, там воронка, если есть, он должен в воронке был лежать. Смотри вот это. Где ты, брат, тут дать знак, блядь. Есть? Отлично. Вот, блядь. Все, давай, брат, спасибо. Да мы в курсе, ёп. Что, брат, мы пришли с тобой. Все спокойно. Такой, братан. Это же. Так, лучше. Сюда. Что ж такое? Садись, блядь. Суки, маны. Заебли. Это первый погибший батальона из новеньких. С ним даже никто не успел толком познакомиться. Девчонки, всем спасибо, всех героев.
Походу, короче, в живот было ранение. Все нету нихуя с собой. Только нож и фонарик. Да я тебе говорю, нету документов. Они скажут, что были. Смотри внимательно. Я во всех карманах. Смотри в внутренних карманах. Я не знаю, может у него сейчас на свитере есть карман. Вот они, девушки, такие, как звезды, блин. Такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды. Ёбаный в рот поворот. Как она. Нет документов. Да. Gerda, печка не лучший вариант сейчас. Девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Такие девушки, как звезды. Бетон какой-то есть? Блядь, отлично, я прямо его, блядь, издалека надо. Жетон есть. Вам отцы? Что, да? Угу. За что пацаны погибают? Я вот не знаю. Ну, кого-то там захватывать. Да нахуй надо, блядь. Ну, типа. А что от этого изменится, блядь? Что, война прекратится? Это, вот это, блядь, это уже история, блядь, считай, да? Это будут знать наши, наверное, правнуки, прадеды. Что они, блядь, подумают про эту хуйню всю? Типа, блядь. Украина. Это очень красивая страна. Россия, можно сказать. Я в таком же у бабушки дворе росла, разъебана. Но эта война, блядь, она портит нахуй все просто. Я люблю нашу родину. Для меня Россия — это родина моя. Хотя для меня родина начинается и заканчивается товарищами. Я помню, родителям говорю, я хочу военное. Где-то свет семьи. Они такие, а как семья, то, да, все. Я такая, блядь, ну, похуй. Типа, товарищи уже для меня семья. Больше-то и не надо. Человек, кто написал просто. Конфуций, ёпта. Погнали. Вообще никому никому не сказала, что я куда-то уехала. Ну, пока здесь наши пацаны, я никуда не денусь. Как я могу их оставить?
Что, дозвонился? Связи не будет. Отставить! Я-то умом ебал. Да мне как-то, не доводилось, что лазить по таким заброшкам здесь. Здесь, наверное, квартиры, хотели строить. Алло, привет, солнце. Ноготь свой сломанный сделал. Это печаль. Я тебя слушаю. Давай говори. Все, что в голову влезет. Блин, я первый раз залазю на крышу 9-этажного здания. Красотища какая. Дух захватывает. Куда это они там все это бросают? Просто в пустоту. Да, естественно, все здесь кого-то теряют. Шарах, ебать. Вот это было громко. Тут информация, скажем так, 0. Никто толком ничего не знает. Давай, пулеметчик. Чувствую. А вы сами тоже себе первый раз уезжаете, да? Осматриваемся, чуть-чуть нигде, да? Тишина какая-то, блядь. Затишье перед бурей. Нам надо наверх, там отлов. Да. В эту гору подняться. Давай быстрее, ребят. Давай отсюда, надо. Ехать туда подниматься. Смотрите, тяжелочка аккуратно. Тихо. Что он такой тугой? Ну что, я готов, запускаться могу. Давай, ребят, улетели. Кэп, я мультик, ответь. Кэп, я мультик, ответь. Стоим, ожидаем. Ожидаем. С боевого распоряжения. Первый его выезд. Я тоже там был. Кэп, я мультик, ответь. На связи, Кэп. Братишка, а ты где? Я от 9-этажки иду в сторону школы. Принял.
Ёпть, какой он чистый. Да, смотри. Что это такое? Осколок въебал. Салам, брат. Осколок въебал? Да. Напарник долбоёб, нахуй. Что такое? Ну мы зарядили воги, начали взлетать, нахуй. И у него автоматом начинает воги сбрасывать. И я вижу, как они падают, я убираю голову, взрыв, нахуй, мне просто осколком, блядь, рассекает обе губы. У тебя камера постоянно, да, была включена? Она вот здесь у меня висела на груди. Так вот. Давай, ребят, улетели. Нет, осколок проебал. Там, сорян. Живой нормально? Да. Сейчас, забирайте птицу, ходим нахуй. Твою ж мать. Самое главное, яйца на месте, нахуй. Бегом, бегом. Я к медикам зашел, они мне там наливают, нахуй. Я говорю, идите нахуй со своей водкой, блядь. Ебать, ты колбасит. Зубы еще болят. Конечно. Это давай. Бля, ебать, благо нахуй не чуть выше, нахуй. Прикинь, если в висок, нахуй, пизда, нахуй, 200 и домой, нахуй. Помнишь, я когда вот прям вот летом, блядь, перед отправкой, нахуй, перед тем, как нас мобилизовали, а сам меня помнишь эти фото? Ну. Ботокс. Такой губищий, блядь. Ботокс. Шина, витаминов. А узнай характер ранения. Вадим, я шина, осколок в районе сердца, прием. Понял, принял. Сейчас год война. Сейчас ты буханку экономишь. Починить. Все, становится. Все, не надо. Чуть под голову, чуть под спину. Давай, братишка, терпи, братишка. Как чувствуешь? Нормально, блядь, больно. Шеф, едь потише. Ну, блядь, быстро. Пожалуйста. Еще чуть-чуть. Видел, в тебя рукав забиты. Чуть мне не говори. Да сука. Контейнер. Нормально все, братишка. Нормально. Сейчас не все же в ком не пошел, чтобы не сдохнул, блядь. А кто вы? Да, я пару сантиметров ниже, блядь. Нихуя не потонул. Сука. Опять сигарета. Тебе нельзя. Нельзя, братишка, нельзя. Вы что, блядь? Хочу, блядь. Сейчас.
слышал же, что российские войска обвиняли в военных преступлениях? В военном преступлении? Как ты считаешь, это правда или нет? Я считаю, неправда. Не могло такого быть? Не могло такого быть. Почему? Ну, я многих людей видел. Многих. Эти люди тоже на многое способны, но чтобы кого-то там вот из мирных жителей, он по сути ему ничего не сделал, подойти просто его... Нет, русские войска на это не способны. Они не станут этого делать. Зачем это им? Человек просто живет своей жизнью. Зачем ему портить жизнь этого человека? Ну мы же вторглись в их страну. У нас как бы вторглись, может, даже не по своей воле. Был отдан приказ, мы вошли. Ну думаешь, это правильный был приказ? Не знаю. Кеп, у тебя есть 7,62? Посмотри, вот в куртке висит в левом кармане. Ой, ей уже самой пизда. А что ты делаешь? Я вешаю патрон. На жетон. Просто память. Память. Я понимаю, если тебе ее из груди достали. Ой, господи. Ты хочешь, чтобы мне патроны с груди достали? Нет. Ну тогда вот все. Так. Она сломанная, все. Ну мы сейчас это проверим. Конечно. Еба. Это было опасно, нахуй. Мы бы сейчас тут все бы 200 нахуй и домой. Усё. И все, он падает, пробивает капсуль. А ты где такой хвостовик нашел? Да это вот пацаны подогнали. Просто надо доработать этот механизм гвоздя. Куда уже маленькое сверлышко и бросим? Для людей непосвященных, в чем их предназначение? Убивать. Насколько ты это правильно? Вот ты как считаешь? Как я считаю? Что я считаю? Что я должен считать? Скажи мне. Насколько все это правильно? Что именно правильно? Да все от того, что ты делаешь влоги для того, чтобы... Я говорю, либо я, либо они меня. Как бы, ну, я это делаю для себя, чтобы выжить. Я не знаю. Такие вопросы задаешь, меня аж прям это... Даже не знаю, как тебе на них отвечать даже. Ты же думал об этом? О чем, Настя, скажи, думать? О чем? То, что мы на их земле, и что, нам нужно было развернуться и идти, послать всех нахуй, пускай тут наши ребята сами разбираются или что? Так, что ли, нужно было поступить, я не пойму. То, что мы на их землю пришли. А не то, что тут 8 лет для свое же население бомбили, ничего, да? Сколько детей погибло, блядь, и бабушек, и дедушек. Они тут бомбили по своим же. Мы где-то в чем-то неправы, они в чем-то неправы. Да это по-любому, это и есть такое. Я сейчас просто делаю свою работу. А, сучка.
Заебись, сломал сверло. Блять, пальцы заклеил. Марик, ну давай, блядь! Всем привет. Волонтеры ебаные. Туристы. Нихуя не военные. А ты часто туда ездишь? Мы туда, короче, не доезжает. Гуманитарная помощь от Великой Единой России. Нет, завод есть зато. Летать. Блин, вообще красиво тебе. Младший человек. А там сейчас бомбят? А? Там сейчас бомбят? Да. Там подсказал нахуй бэги, долбоеб. Так, где-то вот тут установка, Синие ворота. Вот вся эта война здесь, она похожа на какой-то велотекущий клип. И туда, и не обратно. Куда вы? Это ближе вот туда. Вот там, где ящик вот стоит, кстати. Вот так вот ставьте. Я хоть сидя буду это самое разбирать. Такие довольные односельчане. Я выхожу утром в 8 часов, ящики стоят. Где ты взяла? Говорю, солдаты привезли. Амин, подъедь сюда, где Ямал живет, там нужно извлечь осколок. С ноги, прием. Машина только у вас нехорошая. Это 300, это живые или раненые? Это раненые. Раненые. Ну, тогда еще более-менее. Я так вот этого боюсь, тоже как возят. Все, принял. Амин на приеме. Понял, принял. У вас часто здесь бомбят? Вчера не было. Позавчера, вот там воронка за Ежемалиной, а 3 дня назад воронка за кухней. Угу. Там за... Вот пойдите, посмотрите. Пойдемте, вам покажу. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Сюда, пожалуйста. А тут раз, что в ящике. Ну нет тут. Не, ну сейчас мы посчитаем. Сейчас я позову Нину, Надю. Пересчитаем все на 26 человек. Спасибо вам большое. А, пойдемте, я вам покажу уже. Ой. Там яма большая. Вон видите, воронки какие. А вы почему не переезжаете? Куда? Здесь уехали люди те, у кого был транспорт, у кого были деньги. Это моя мечта, чтобы не умереть, чтобы не убила. Я прошу Бога, помоги, Боже, выжить нам. Помоги, чтобы эта война кончилась, чтобы не стреляли они уже. Убивайте, вы же братья, Украина и Россия это братья. Как это так убивать друг друга? Такие делишки. Конечно, у нас все за Россию. Ну, еще был на Ленина улице, на 1-я вверх идет. Там был Витька, он магазин держал, он все время выступал. Ну, сейчас он здесь не живет, где-то уехал. А почему люди за Россию? Не знаю, ну, вы понимаете, я училась в школе. У нас над доской Ленин был. И написано было «Учиться, учиться, учиться», как завещал великий Ленин. Украина против Ленина. Мы все русское изучали. У нас был класс, у нас Казахстан был, ну, как 15 республик, и у нас каждый класс был, ну, как республика. Мы концерты ставили, мы одевали костюмы.
Надо всем дружить мирно, надо всем дружить. Я привыкла, я в школе училась. Я верила в это все. Вообще с двумя палками хожу, ну сейчас одну взяла. У меня колени. Я на шахте проработала 28 лет. Это фонарик. Вот здесь сын спит. На этой вот намощено. Там кирпичи, потом доски. А вот здесь я на кровати. Вы здесь уже год? С марта, с конца марта того месяца, да, получается год. Я вообще виню. Это Америка влезла, мне кажется. Я не знаю. Ну, Украина ж в НАТО или куда-то вступает. Вдруг, не дай бог, прорвется Украина сюда. Я вообще этого боюсь. Мне кажется, нас Украина перестреляет просто. За то, что с Россией мы общались, все это самое. Мне кажется, с Украиной мы никогда не помиримся. Никогда. Давайте во двор пройдем, а то вдруг в подвал надо будет. Слушай, эту печку, наверное, не чистили год. Все. Скучаю по дому. По кумовьям скучаю. Сад у меня обалденный был. Виноградники. Капец. А выходные это день начинается либо с похода по всяким паркам и аттракционам с детьми, а заканчивается шашлыками во дворе с друзьями. Да, вот это времена были, конечно, классные. В 14-м, когда ВСУ начало бомбить Донецк, вот это уже было жестко, конечно. Я тогда и детей своих тоже под обстрелом вывозил. Конечно, весь Донецк поднялся. Большинство мужчин кинулись в ополчение. В ополчении я провел 3 месяца. Сейчас в Донецке жизни нет. Сейчас всех раскидало. Кто убит, кто где.
Кисловодский район и поселок Пантелеймон. Крупный пожар в Я сюда шел помочь людям, защитить их. Может быть, этот кошмар закончится, в котором они живут с 2014 года. Ну, реальность, она совсем не тем оказалась. Привет, нашел патриотическую газету. Приносит. Ну, в основном, говорю, пропаганда. На самом деле, то, что пишут, то, что показывают по телевизору, не соответствует действительности. Но это опасно тем, что я, спарившись с телевизора, добровольцем пошел, скажем так, патриотом на это СВО. Я шел на полгода добровольцем, а теперь, получается, я здесь уже 7-й месяц нахожусь. Мне сказали, что ты отсюда уедешь только вперед ногами в Россию. Если бы я это знал, я бы не пошел. Потому что тоже были планы на жизнь. Ну, ничего не продвигается. И я думаю, что это искусственно идет затягивание этого конфликта. Потому что это кому-то выгодно. Мы не хотим войны. Не хотим убивать, не хотим погибать. И что ты думаешь делать? Служить дальше. Ни у них, в принципе, ни у нас выбора как такового нет. На поле танки грохотали, солдаты шли последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. Шампанским ее обмыть, как машину себе, понимаешь, ее шампанским обливают. Ну, я, правда, сегодня сюда энергетик, ебать, уронил, он здесь взорвался нахуй просто. Блядь, приходит вот всякой хуйни, блядь, тут боишься чем-то нахуй тыкнуть, блядь, и пиздец. Смотри, вот это вот, палец указательный, вот здесь кнопка. Дальномер, здесь ПКТ, контроль. Нам даже и не объясняли, что это такое, нам сказали, она у вас нужна будет. И все. Блядь, значок СССР, а не ТР. Хотя, блядь, сейчас Россия, 23-й год, блядь. Мультик огонь, нахуй. Давай заводи свой малыш. Давай его, блядь, быстро. Смотри. Ну, когда заехали, был изначально страх. А потом как-то стало без этого. Пусто.
хочешь не хочешь, такого понятия нет. Здесь, если надо, значит надо. Понятие честно-нечестно, как бы, я не вижу. И те, и мы обстреливаем практически одинаково. Когда начали купаться? Во сколько время? 10:30. Я говорил, блядь, сиди как позвал. Вот, прям по нам. Вася, сюда зайди, пожалуйста. Что-то горит. Попали что-то. Да не, ничего не горит. Здесь где-то я. Здравствуйте. Здравствуйте. Блять, корректировочка пройдет, еще ебут. Да, корректируем. Что значит, если долго переживать, значит пушка. Или пушка корректирует ее, конечно, не поцелится. Ждем. По дому хуярят. Не, четко по дому хуярят. Конечно, по-нашему. 3 уже было. Двери прикрыть надо. Кирпичи полетят, блядь, сюда нам. Никуда нельзя сейчас ее будет. Сейчас где-то птичка висит. Сука, и наши молчат, а? А они как всегда ебало откроют, когда, блядь. В окопах так не ощущается, блядь. Там, блядь, спокойнее переживается. Да он хуярит. Не тужили, блядь. Нет, сегодня съезжаем все. Бля, вы на улицу что ли не накурились, нихуя, пришли сюда. Ты хоть не загнешься здесь нахуй, да? Ждем. Дальше. Не по нам хуярится. Нет, это ближе, чем предыдущий. Это уже далеко. Это, короче, там, да? Или... Братская могила, блядь. Так куда выходить? Сиди здесь. Дайте сигарету. Че, колбасишь, что ли? Сейчас пойду. Нет, прошлый был ближе намного. Куда ты пошел, блядь, курить? Так куда здесь? Здесь, брат. Давай. Танк же, говорю, ебать, хули, блядь. А это уже второй видео. А по-любому пушка так быстро. Танк? Нет. Слышал? Нет. Зашел просто. Наш. Наш вообще молчит. Это наш. Наш пошел. Наши. Тогда помните, через сколько, блядь? Что-то же был когда-то. Такой же диаметр, что-то маленький вылетает наш. Чужой. Ждем. Тихо. Птичка. Все. Тихо. Не, но все равно жужжало. Ну так и птичка жучок, серьезно. Кременной были. Мы стояли друг напротив друга. Это с шершами. Не, я знаю так. Шерши. Да, то же самое. Ладно, давайте, погнали. Хотя бы с интервалом там вышло 2 человека, потом еще. Ну все, пойдем сейчас. Ну, конечно, после что. Ладно. Утром встаю и думаю, кто-то лежит в земле, да, это из пацанов. Не увидит солнце, небо, с родителями не увидится, не поговорит. Начать войну очень просто. Вот закончить, ебать, ты попробуй это сделать. Страшно будет, да? Света, вы вот немного не сядьте сюда. Ёбаный в рот. Съёбываем, давай. Да, съёбываем. Что там? Что, грузи? Настя, залазь. Рост 57. Рост 57.
Что, ребята, готовы устроить джаз-банд? Да, готовы. Время готовности. 7 минут. Навести по готовности доложить. 46, 640, 46, 640. Агресс, работает по нашему. Поставь. 46, 640. 46, 640. Рост. Не убила? Я. Какая команда была? Никакой команды не было. Сука, сумасшедшие, блин. Это же можно. Огонь, огонь. Колючий, Марио, Химик. Говори дальше, прием. Да, все мои, все мои, все мои. Именно 200? 3200? Да. Подойти пока не могут, как принял прием. Шина, Амин на приеме. Еще раз, 3200? Трое 200, смена взвода. Подойти пока не могут, как принял. Охуеть. Здесь налево. Шлагбаум и тормози. Ёбаный свет, войну здесь устроили, блядь. Слава, ну пусти меня! Зря автомат держит, в натуре целится, ебать там. Да, да. Там мой взвод, ну заебал, тварь! Пожалуйста! Пожалуйста, пусти меня одного, хотя бы! Военные ебаные, нахуй! Пиздос какой-то, нахуй. Вот так и ебать. Что за издевательство, ё-моё, блядь. Цирк, да? Как дети, блядь. Можно? Нашли, как ругаться. Марио, пиздец. Касай, потом обратно. 5 секунд, 5 секунд. Подожди. Марио, пиздец. Ебаный дебил. Поправь. Что там? Залезь, пожалуйста. Давай, давай. Тебе поближе немножко. Стой. Амин, поехали. Получается классно, не маленько. Антоху оставили. Один, говорят, не сразу умер. Колючий сразу там видел шею. Ветер, Амин, поехали. Сейчас спалит, ёбнул сюда и все рядом где.
Поехали. Это ебаное поле. Ну, даже не слышишь, как прилетел. И вот она сразу троих пуйнула одним стрелётчиком. Мне больше всего химию ебать. Мне говорит, что-то страшно. Блядь, первый день пошел. Первый раз. Первый. Он ко мне как-то подошел, говорит, бля, я так хорошо стал жить. Все, говорит, наладилось, все хорошо. С женой все замечательно, на работе все отлично. Вообще просто сказка, песни. И, говорит, война. Не, говорит, переживай. Не съебать. Алло. А я вам звонил по поводу вашего мужа. Он погиб в воскресенье. Примите мои соболезнования. И я командир медвзвода, то есть он в моем взводе был. Как бы вам официально еще непонятно, когда позвонят. Вот звоню сказать сам. Мина пролетела. 4 человека сразу погибло. Но он на месте моментально. Держитесь. Примите мои соболезнования. Извините. Еще далеко? Километра 2, блин. Да мне тоже сигарку. Дай бог, все нормально, да. Вчера тоже говорили. Ага. Трое 200-х. Здесь меня нет. Личное дело мое утеряно. Зарплаты нет. В списках части я не состою. Сказали, служите дальше и все, и до свидания. Земляника. Угу. Скоро будет ягода, блядь. Ништяки эти белые, блядь. Пьедестан держите, блядь. Если кого-то накроет, блядь, чтобы остальных не накрыло.
Они тут 500 метров. Кричат: русские, сдавайтесь. Оккупанты, да? Оккупанты. Да хуй вам в сраку, блин. Гимн России им на все включает. С 5 часов утра. Громко говорить. Они нам что включают? Они нам гимн Украины. Да. А ну давай, разметим сразу. Надо побыстрее копать окопы. Книжка опять. Нет, это от реки Шум. Последние 2 месяца то, что был на передке, ничего не получил. После ранения положенную сумму я тоже не получил. У вас получается сейчас контракт закончится с мобилизованным. Он уже закончился у меня еще 2 месяца назад. У нас все закончил. По идее, вам по 200 тогда он платит. Не заключено. 196. Что-то я не вижу. Ну сейчас что кажется? Вот в этом месяце сколько ты получил? Ничего не получил. Семья. Им угрожали, что их выселят, если не заплатят. Вчера денег мне заняли пацаны мобилизованные. Если бы я знал, что такое будет, это хрен бы контракт бы подписал. Вообще ситуация какая. Это похрен. Деньги, да. Так. Сейчас ничего не могу сказать, я еще не понял даже, что я еще думаю. Я думаю, 100%, наверное, обратно подтянет. Почему? Да похуй, это какая-то тяга такая странная. Не могу ее определить, но она есть. Привычка какая-то. Спасибо. Прикинь, забыл какой этаж. Забыл этаж? Забыл какой этаж, думаю. 12-й. Вводите, пожалуйста. Покинув фронт без разрешения, Илья рискует получить уголовное дело. Но поскольку ему уже 50, у него есть шанс вписаться.
Тем временем батальон перекидывают на более опасное направление. Разъебали нас. Нет, ты вот здесь снимай. Иди снимай. Что случилось-то? Что? Не надо мне. Пизды чуть-чуть получили. Я в рот ебал возле этого окошка нахуй ездить. Охуеть. Прикинь. А Бах! Сейчас я шлепки обои. Стекла нахуй. Заебись, думаю. За ночь вывезли всю бригаду на Бахмут. Самое жесткое направление. Бахмутское направление. Чуть не убило нахуй, я довольно ходил. У нас колеса, короче, вот это колесо порвало. У меня. Ну, здесь настолько все запутано, я даже не знаю, за что мы воюем. Как бы даже без понятия. Я уже настолько насмотрелся на все 10 месяцев. То, что просто охота домой. Где никто никого не застрелит, не убьет. Тишины, мира. Ну, даже вариантов нету. Я готов отдать жизнь за свою страну. Я патриот России. Я не... Ну да, я патриот. Здесь довольно много чего поменялось, очень много погибших, очень раненых. И сменилось командование. Новый командир, по слухам, против моего присутствия на фронте. Но он живет отдельно от солдат, и я избегаю его, чтобы остаться с батальоном подольше. Я просто увидела это. Потекло. Да, советские фильмы сделали огромнейший вклад. Там ценности были вот такие патриотичные, я бы сказала. Цинизма не было. Не то, что сейчас. Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Кто-то вот просто думает, местный, мы же с ними разговаривали, вот Советский Союз вернется. Да не вернется, не вернется. Защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное У право. меня отвращение появилось и понимание, что я не понимаю, за что. Традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Зубы-то у него вылетели. Получается, здоровье. Настя, хорош снимай. Ты выйдешь за меня? Ну, пожалуйста. Ты серьезно? Я растерялся, пиздец. Ты серьезно? Ну подойди ко мне, я не могу. Ой, как я волновался вообще. Товарищ муж, вообще неожиданно. Я помню момент, когда мы первый раз снимали, я такая, все, у меня не будет семьи, я посвящу всю жизнь военному делу. Вот. Кто ж знал? А он тогда уже был в нашем подразделении, сидел в этой буханке. Кто ж знал? А ты сзади? Я вообще, я не знаю, я бы так боялся. Он меня там подготавливал. Как-то другое у меня отношение уже стало к семье, о том, чтобы у нас были дети потом.
меня руки трясутся. Чего они трясутся? Кошмар. Так что семья моя родина теперь. Все. Свят, улыбнись, а зажимать скрытой камерой. Моемся и на что? Вечером, наверное, не знаю. И какие ощущения? Ты ебушь. Я не пойду нахуй никуда, я что, ебанутый нахуй, погибать там не знаю. Я к штурмовику не готовили, ебать. Вообще я медик. Что, помирать отправлять? Куда помирать? Плавать. Клещеев. Леса там. Точной задачи нету по противнику, по минно-саперному делу. То есть нас отправляют с закрытыми глазами, то есть как слепых котят. Надеемся на лучшее. То есть ты готов рисковать своей жизнью? ради Нет, я Кущи? не готов рисковать свою жизнь. Нет, я не готов. Не готов. Сейчас сказать нет, не готов. Ну, я не могу отказать, так как все-таки. Если надо, то надо. И с этим не поспорить. Там что пацаны говорят, пиздец, что творится. Это, блядь, точка такая, ебать, обстрелы, блядь, здесь сюда заходят, заезжают, и, блядь, по ним ебошь. Со всех сторон, с обоих сторон. Ну. Людей пачками ложат, блядь, а им похуй, блядь. Мужики, давайте снимать. Циркулярно, завтрак готов, раздача на кухне. Какой завтрак, обед, ты чё, блин? Да, прошу прощения, обед. Повторяю, обед готов, раздача на кухне. У меня уже все, дни перепутались. Дни, завтраки, ужины. Ты так смотришь, чтобы набрать 120 без хвали, без всего, тебе надо все карты просто себе забрать. Ну, пиздец сложно. Я уже все забыла. Вот что-то из этих тебе должно, наверное, подойти. Да там, когда вникаешь, вообще охуенно происходит. Я всегда считал, украинский народ братским народом, да, у меня свои корни с Украины, даже западные. Пока что эти политики разберутся, у кого яйца больше, блядь. Будет много жертв. Пора это уже заканчивать, хватит. Чтобы все вернулись в страны противника живыми, здоровыми, к своим семьям. И мы будем. Я вижу, сколько много ребят не вытащенных под Клещевкой. Мы ходили по этим трупам. Вот еще трупы. Вот трупы. Это наши трупы. Вот это не знаю чей. Вот это наш красный. Уже весь черный, сука. Это все наши. Валяются. Вот. Уже давно лежит, видно. Вот это тоже наш. Не дай бог, не дай бог. Вот так вот скажу, не дай бог. Это очень страшно. Мы не отказываемся, но мы пока все против. Я впервые вижу ребят на нервах.
Из них почти никто не видел украинцев лицом к лицу. Все это время они сидели в обороне, в окопах и блиндажах, как солдаты в Первую мировую. Завтра у них первый штурм. Я сейчас, блядь, Мирону ногу прострелю и Сереге ногу прострелю, блядь. Братан, считай меня, блядь, вот с какими, блядь, пиздоболом, блядь. Макс, хорош, блядь, истерить. Да я не могу, блядь, совершенно, блядь. Стеришь, все, блядь. Думаешь, никто не понимает? Ну, блядь, ну просто же на убой отправляют нас, блядь. Ты же прекрасно это понимаешь, Я блядь. брал, я по-другому. Дядя, ты... Я не могу брать. Дядь, ты идешь? Я хочу. Дядь, ты идешь? Иду, а куда ты взял? Нет? Ну, броню дойдет. Он ни одна пуля не возьмет. Это от осколков, а не от пуль. Деда, промежол есть, да? Гуд взял сегодня? Да. Нихуя не взял. Давай. Победа за нами! Я на приеме. Доложи обстановку. Продвигаемся потихоньку, пока еще противника не видно. Прекратились обстрелы. Посадки продолжаются. Минус первый, еще один прилет. По нам. По нам, то есть пулеметы ебашат в нашу сторону. Вступили в контакт. Они уже обладают. Подбитый БМП, посадка, левый фланг посадки.
блядь, сука. Сейчас я подмогу все вам пришлю под... Давайте с Богом. Хорошо, спасибо, товарищ Москва. Они забрали туда своего солдата с оторванной ногой. На месте подорвался солдат. Лист на месте. 300. Бойцы на месте. Бойцы оттуда с левого фланга отходили, по закладку за укропа зашли. Бойцы побежали, блядь. Прямо укропа зашли. Короче, с левого флага люди отошли. Там укропа накатили, говорит, пизда, хуячили все. Где 300? Быстро, очень быстро оказать помощь, эвакуацию раненых, подготовить людей на закрепление. Тут никто вообще не может сейчас двигаться, они прям сюда кладут с кассетами. По мне попало. Ты ранен. Да не пойму это, звук что-то. Пока нормально. А сейчас вообще курва знает, ядерную бомбу что ли скинули на нас, блядь. Сорвануло так, мама мия, блядь. Мне нужно еще люди сюда, резерв какой-то, блядь. Валерку тоже не вытянули, да, еще? Валера еще нет, там лежит. А ты Валерку вообще сам видел, нет? Нет еще, его еще не вытащили. Всю ночь, говорит, блядь, раненых возят, нахуй. Всю ночь, говорит, да. 300, полная машина раненых, ой, 200. Это в этом госпитале, да? При нас там кричат, блядь, операционные, там, хуёвин. Ильгизу ноги оторвал. Ильгиза мать вообще не знаю, где писать. А как ты ей напишешь, блядь? Тут ничего не придумаешь больше. Пускай Паша говорит. Паш, ты командир. Я тоже. Надо звонить. Имею в виду звонить и говорить. Надо звонить. В смысле, по телефону? По телефону. Даешь ты. Валерка, будь Валерка. Сильно успокойся. Слышишь? Трое детей, Валера. Охуеть. Кедр живой. Татарин там лежит. Вот застрелился. Застрелился? У него позвоночник перебит был. Он не дошел все равно, не дополз. Его окружили, он, блядь, сам себя выстрелил. Дюдику ноги перебило.
И он сказал, лучше, говорит, застрелите меня, чем я, говорит, поползу. Он там остался. Он, скорее всего, 200. При первом заходе был подбит сопровождающий танк. Начала работать артиллерия противника. Нас начали обстреливать с 3 сторон. У нас не было ни поддержки, ничего. Я услышал слова кота: пацаны, мне пиздец. Мне отказали ноги. Ну вон там еще спереди надо вымывать. Бля, ебать, какой запах. Блять. Мне прицели осколки в спину. По мне скинули с птички гранату. После того она перезарядилась, скинула меня в лоб. Как раз вот где сидел человек. И у него прям вот где ноги, там вот дыра. Лежал, притворился мертвым, да, не буду скрывать. Слышал ночью, как ходили хохлы, переползая, молился всем богам. Просил, чтобы я остался живой, чтобы он мне дал сил, чтобы выбрался оттуда. Выбрался. Что я могу сказать? Война все-таки правильная, очень правильная. Если нас там не будет, неизвестно, что вообще будет с территории нашей России. Противник по-любому будет слушать Запад, и под этим руководством будет, то есть, осаждать наши границы. А мы этого позволить не можем. Так что... Это ты когда пришел к этому выводу? Ты к выводу я вот давно пришел, получив ранение, я вот, находясь сейчас в мирное время, да, вся на территории России, я думаю, мы правильно, чтобы там. Но у тебя же раньше были другое мировоззрение. Да, да, я хочу, чтобы был мир, да вообще во всем мире. У тебя сейчас более такие воинствующие лозунги. Почему так? Почему так? Потому что я никогда не забуду лица тех людей, которые были со мной изначально. Никогда не забуду. Они погибали. Сейчас видео есть. Вот. Это канал противника в Телеграме.
чувствуешь себя виноват. Потому что не смог своих друзей спасти. Ай, как трудно. Растила, учила. Ничего хорошего не видала. Вместе. Зачем нам это слава? Что мы будем говорить внукам своим? Что буду о нем рассказывать? За что он воевал? Хотя он нам оттуда говорил, что мы победим. Он, наверное, сам не понимал, кого мы победим и за что мы воюем. Непонятная война. Для всех непонятная. Вот Амин. Здесь вот он лежит. Ты знаешь, он как боялся ехать туда. Он всем говорил, что я туда не вернусь. Мояшка, как я тебя люблю. Ты видишь, кто к тебе пришел? И Настя, и Майберта. Честно, кому эта война вообще нужна? Может, кому-то нужна? Но не нам, ни женам, ни матерям, ни детям. Разрешаю я использовать данную съемку на документальный фильм. Я не против. Пускай знает наша Россия, люди, что у нас в мире творится. Вот, молодые, вот сколько их вон там, вот, сколько их. Молодые. А он любил ее, все печеное, вот это вот. Пусть лежит тут, пусть. Я вот сюда положу, вот здесь вот положу, вот так вот. Кушай, сынок. Кушай, это мама дала. Теперь здесь у меня много знакомых. Они не суперлюди и не злодеи. Военная машина затянула многих из них на фронт, эксплуатируя их чувство патриотизма, дружбы и финансовую нужду. В итоге здесь лежат обычные ребята, не из богатых, а из тех, на чьих костях делается большая политика. Потерпи, потерпи, мой пирожочек. Сейчас мы тебя. Ой.
Ну а что сделать? Ты горячую вылила воду. Могла бы не выливать. Тихо, тихо. Ну давай, давай. Потерпи, потерпи. Холодная, да? Холодная. Все это так неожиданно произошло. А сейчас все очень серьезно. Все-таки ребенок. Такая ответственность. Что ты вообще почувствовала, когда узнала, что беременна? Странное чувство, не знаю. Не радость, а что-то непонятное. Страх какой-то. Страх капец какой. Это надо его воспитывать. Вложить в него все самое хорошее, чтобы тоже вырос достойным, хорошим человеком. Это все непросто. А что ты ему будешь рассказывать про... Войну? Да. Мне не хочется рассказывать об этом всем ребенку. Не хочется совсем. Почему? Потому что 90% это все ложь. И все это, как бы сказать, не поймет он вот этих всех вещей, не поймет, что люди отмывают, сидят некоторые наверху деньги, а кто-то погибает. Вот это будет сложно понять и объяснить ребенку. Ну как ты ребенку это объяснишь? Пусть знает историю Российской империи, когда там князья правили. Это пусть знает. А то, что творится сейчас, это все очень... Я не знаю, как я ему это все буду объяснять.